Привет, друзья! Сегодня готовим обалденный банановый кекс или пирог с бананом. Рецепт очень простой, очень доступные ингредиенты и очень понравится тем людям, которые, например, не употребляют яйца и сливочное масло, потому что для этого рецепта эти ингредиенты нам совершенно не понадобятся. То есть этот кекс получается постным, очень легким, воздушным и очень вкусный рецепт. Обязательно досмотрите видео до конца, поставьте оценочки, подпишитесь на канал. Всем заранее огромное спасибо. Как вы думаете, сколько времени уйдет на приготовление кекса? Уверяю вас, не более 10 минут. Здесь 3 банана, разминаю их интенсивно вилочкой. Советую для этого рецепта использовать очень спелые вкусные бананы. Чем спелее, тем лучше, потому что благодаря этому нам понадобится намного меньше сахара. Бананы сами очень по себе сладкий продукт, поэтому они компенсируют отсутствие сахара. Нам не понадобится добавлять так много к остальным ингредиентам. Бананы превратились в ароматное банановое пюре. Теперь отправлю сюда ровно 100 грамм коричневого сахара. Можно использовать и белый, но именно коричневый сахар придаст выпечке очень красивый карамельный оттенок. И помимо сахара нам еще понадобится ровно 4,5 столовых ложек растительного масла. То есть сливочное для этого рецепта мы не используем. Все хорошенечко перемешаем и отложим массу на время в сторону. Муку хорошенечко просеиваем, отправляем сюда 3 чайные ложечки разрыхлителя. И все это смешиваем венчиком. Чтобы выпечка была вкуснее, добавлю щепоточку соли и молотую корицу по вкусу. Муку я уже один раз просеяла, но просею ее еще повторно и всыпаю муку вместе с разрыхлителем, с корицей и с щепоточкой соли в нашу банановую массу. После этого аккуратненько все перемешиваю. Посмотрите, какое красивое, ароматное получается у нас тесто. В принципе, его уже можно отправить в духовку, и кекс будет тоже очень вкусный, можно его уже запекать. Но я советую вам добавить сюда еще изюм и орехи, тогда он будет просто супер, просто обалденный. Изюм я уже заранее пропарила и просушила. Распариваем изюм очень и очень быстро, заливаем его горячей водой, я обычно поступаю именно так, но после этого я не держу его слишком долго, то есть более 2 минут, потому что он может перевариться и стать слишком мягким. После того, как я его залила горячей водой, сливаю эту воду и обдаю изюм холодной ледяной водой, тогда он остается и мягким, и в то же время достаточно хрустящим. После этого просушиваю его на бумажном полотенце и можно добавлять к остальным ингредиентам. Орехи можно использовать любые, грецкие, лесные орехи или, например, миндаль. Я предпочитаю именно миндаль, можно очищенный, можно вот такой с кожурой. Нарезаем его очень мелко, нам понадобится примерно 2-3 столовые ложки. Если вы любите, чтобы в выпечке встречались более крупные кусочки орехов, конечно же, нарежьте их покрупнее. И, кстати, расскажите в комментариях, какие орехи вы использовали для этого рецепта. Мне будет очень интересно узнать. Форму для выпекания берите любую, я предпочитаю прямоугольную, слегка смазываю ее растительным маслом, очень тоненьким слоем. И аккуратненько высыпаю сюда тесто. Выравнивать лопаткой не очень удобно, когда тесто уже в форме, поэтому советую взять форму и пару раз вот так ее слегка встряхнуть, чтобы тесто выровнялось, и после этого можно уже его выпекать. Выпекаем кекс 30-35 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверяем шпажкой. На нашем канале есть другие тоже очень интересные рецепты с бананом. Это и банановый кекс с кремом маскарпоне, и еще постные банановые панкейки. Я обязательно оставлю для вас рецепты в описании под видео. Пройдите, посмотрите и прокомментируйте.
Друзья, пирог готов, он просто обалденный, очень ароматный. Я его пекла 35 минут, он еще горячий, но я советую достать его из формы, чтобы он остывал как много быстрее на решетке. Также почему еще советую достать из формы для выпекания, чтобы он не запрел, то есть нижняя часть может запреть. Смотрите, какой он красивый со всех сторон, идеально пропекся, очень горячий. Вот так, пусть остывает со всех сторон на решетке. Он еще буквально чуточку тепленький, но уже можно разрезать и посмотреть, какой он внутри. Невероятно ароматный, мне не терпится его уже разрезать, заварить себе чай и попробовать. Потрясающий кекс. Лучше, конечно же, нарезать его, когда он остывший. Я вам покажу, какой он прекрасный внутри. Видите, такого красивого карамельного цвета. Здесь и орешки, и изюм, невероятно ароматный, вкусный. Готовьте, пеките на здоровье, заваривайте чай, наслаждайтесь. Мне и моим родным очень нравится этот кекс, потому что он получается невероятно воздушный, несмотря на то, что в рецепте отсутствуют яйца и сливочное масло. Также он лично мне нравится тем, что после него у меня нет ощущения тяжести, то есть он так легко усваивается, так приятно пить чай или кофе, прикуску с этим кексом. Я вам очень рекомендую его попробовать, он на самом деле вкусный и готовится очень просто. Желаю всем добра, здоровья, увидимся скоро с новыми рецептами, новые видео каждую неделю. Пока-пока!